Среди нас живут люди, чья внешность действительно поражает и заставляет задуматься, что делает их такими уникальными, как они справляются с трудностями, которые многие даже не могут себе представить, что скрывается за их необычностью и как они живут свою жизнь каждый день. Эти истории точно вас удивят и вдохновят. Самый тяжелый человек в мире. В 2016 году Хуан Педро Франко из Мексики вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире, весивший 595 килограммов. Из-за этого он был прикован к постели и имел серьезные проблемы со здоровьем. Диабет, гипертония, проблемы с щитовидной железой и легкими. Хуан принял решение изменить свою жизнь и начал борьбу с весом. Обратившись за помощью, он получил поддержку врача из Гвадалахары, который согласился сделать операцию. Это был первый раз за годы, когда Хуан смог встать с постели при помощи 8 человек. После строгой диеты за 3 месяца он сбросил 170 килограммов, что позволило ему пройти операцию по шунтированию желудка. После этого Хуан изменил свои привычки, начал заниматься спортом и продолжил снижение веса. В конце 2017 года он перенес еще одну операцию, благодаря которой его вес снизился на 330 килограммов к 2020 году. Теперь Хуан весит 260 килограммов и впервые за более чем 10 лет смог снова ходить самостоятельно. История Хуана – это вдохновляющий пример того, что даже в самых трудных ситуациях можно изменить свою жизнь к лучшему. А вы бы так смогли? Самый высокий человек на данный момент. Сегодня средний рост мужчины в мире составляет около 175 сантиметров, а женщины – примерно 162 сантиметра. Но история хранит немало удивительных случаев, когда люди вырастали значительно выше этих норм. Некоторые из них достигали поистине гигантских размеров, превышая в 1,5 раза средний рост и вырастая до впечатляющих 2,5 метров и даже больше. Эти исполины оставили свой след, поражая всех своим невероятным ростом. Турецкий фермер курдского происхождения Султан Кесен – самый высокий человек в мире на данный момент. Согласно Книге рекордов Гиннесса, его рост составляет 251 сантиметр, и ему сейчас 40 лет. До 10 лет Султан был таким же, как и его сверстники, но потом начал расти очень быстро. Из-за своего огромного роста он не смог закончить школу и был вынужден работать на ферме, чтобы помочь семье. Он даже пытался играть в баскетбол, но его рост оказался слишком большим даже для этого. Однако благодаря своим габаритам Султан нашел себя в шоу-бизнесе. Он снимается в фильмах, участвует в различных шоу и выступает в цирке. Самый высокий человек в истории. Самый высокий человек в истории, чей рекорд был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, был выше Султана Кесена на целых 20 сантиметров. Речь идет о Роберте Першинге Уодлоу, родившемся в 1918 году в США. До 4 лет он развивался как обычный ребенок, но уже в 5 лет ему потребовалась одежда, которую обычно носят 17-летние подростки. У Роберта диагностировали несколько редких заболеваний, включая опухоль гипофиза, которая и вызвала его стремительный рост. Несмотря на все трудности, Уодлоу окончил школу и поступил в университет, где начал изучать право. Помимо учебы, он гастролировал по США вместе с цирком, где его выступления привлекали огромную аудиторию, а люди прозвали его «добрым великаном». Однако в 1940 году во время шоу по случаю Дня независимости одна из скоб, помогавших ему ходить, натерла ногу, что вызвало инфекцию и сепсис. К сожалению, Роберт скончался во сне. Перед самой смертью, по последним замерам, его рост составлял 272 сантиметра. Женщина с аллергией на воду. Самая уникальная женщина в мире живет в Австралии, это Эшли, у которой аллергия на воду. Такая редкая болезнь приносит ей множество неудобств. Эшли не может принимать душ, потому что после контакта с водой на ее теле появляются болезненные пятна, и начинается сильная аллергическая реакция. Чтобы избежать опасного отека квинки и не рисковать жизнью, Эшли вынуждена постоянно принимать лекарства. Проблемы начались, когда ей было 14 лет. После перенесенного танзелита ей ввели большую дозу пенициллина для спасения, но организм отреагировал неожиданно. У Эшли развилась аллергия на воду. Дерматологи пытались выяснить, что стало причиной этой редкой реакции. Проводили множество анализов, но состояние Эшли не улучшилось. Врачи пришли к выводу, что пенициллин повлиял на уровень гистамина в крови, вызвав такую необычную аллергию на воду. Самое необходимое вещество для человека. Теперь Эшли приходится жить с этой проблемой. Иногда пятна на коже краснеют и сильно чешутся, что доставляет ей большое
большой дискомфорт. Из-за аллергии она больше не может заниматься плаванием, спортом или ходить в бассейн. Даже потеть ей нельзя. Поэтому она старается проводить время в прохладных, хорошо проветриваемых помещениях. На улицу в жаркие дни Эшли выходит только с зонтом. К сожалению, лечения от этой болезни не существует. Ей пришлось смириться навсегда. Девочка с обилием волос. История Супатры – это яркий пример того, как можно сохранить оптимизм и радость жизни, несмотря на редкое и необычное состояние, которое изменило ее внешность. Когда Супатра узнала, что она попала в Книгу рекордов Гиннесса, ее радости не было границ. Для 13-летней девочки это стало невероятным достижением. Несмотря на свою редкую проблему, Супатра всегда старалась оставаться оптимисткой и не позволяла себе унывать. Ее уникальная особенность заключалась в том, что все ее лицо было густо покрыто волосами. Сначала в школе дети дразнили и обижали ее из-за необычной внешности. Но после того, как они узнали о ее мировом рекорде, их отношение к Супатре постепенно начало меняться. Оказалось, что всего в мире около 50 человек страдают от такой редкой проблемы, которая известна как синдром Амброса. В Средневековье люди с волосатым лицом сталкивались с большими трудностями, их даже считали оборотнями. Однако сегодня в современном обществе ситуация гораздо лучше, и люди относятся к таким особенностям с большим пониманием. Супатра смогла найти свое счастье. Она вышла замуж и продолжает жить полноценной жизнью. Иногда в особые моменты, например, на свадьбе, она сбривает волосы с лица, чтобы сделать больше красивых фотографий и видео со своим мужем. Несмотря на свою проблему, Супатра пробовала различные способы решения, включая лазерную эпиляцию, но на данный момент эта методика не дает полного результата. Тем не менее, она давно привыкла к своим волосам и не позволяет им омрачать ее жизнь, наслаждаясь каждым ее моментом. История Супатры показывает, что внешность не должна мешать радоваться жизни и быть счастливым. Ник Вуйчич – человек, который своей жизнью вдохновляет миллионы людей по всему миру. Он доказал, что отсутствие рук и ног не является преградой для того, чтобы быть успешным и помогать другим. Сегодня Ник известен как меценат, мотивационный оратор, певец и писатель, чьи речи поддерживают и мотивируют людей преодолевать трудности и верить в себя, независимо от обстоятельств. Ник родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Тетра-Амелии, при котором у человека отсутствуют конечности. Несмотря на этот тяжелый диагноз, он с детства учился принимать себя таким, какой он есть, и направил свою жизнь на поддержку людей, которые сталкиваются с подобными трудностями. В детстве ему было нелегко, так как окружающие не всегда принимали его особенность. Но со временем Ник научился справляться с этим и превратил свои переживания в силу, которая помогает ему поддерживать других. После окончания университета, где Ник получил сразу 2 степени бакалавра по коммерции, он начал выступать с мотивационными речами. Уже с 17 лет он посещал различные заведения, приюты, школы, тюрьмы и церкви, где делился своими жизненными уроками. Позже Ник основал организацию «Жизнь без конечностей», которая помогает людям с инвалидностью. Он побывал во множестве стран, участвовал в различных телепередачах и фильмах, а также написал несколько книг. Сегодня Ник – счастливый муж и отец. У него 4 замечательных и абсолютно здоровых детей, 2 сына и девочки-двойняшки. Человек с самым большим количеством пирсинга. В Германии живет человек, который установил мировой рекорд по количеству пирсинга. Его зовут Рольф Буххольц, и на его теле находится целых 453 элемента пирсинга, включая лицо и голову. Ему уже 52 года, но его страсть к телесным украшениям не угасает. Именно благодаря этому увлечению он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Особенное внимание окружающих привлекает пирсинг Рольфа в сочетании с его многочисленными татуировками. На его губах можно увидеть 94 серьги, в бровях 25, в носу 8. Около 50 сережек размещены по всему телу, а в паховой области целых 278. Многие задаются вопросом, как можно носить столько украшений и насколько комфортна такая жизнь, но Рольф продолжает удивлять своей решимостью. Однако Рольф – рекордсмен только среди мужчин. Самой пирсингованной женщиной в мире является Элейн Дэвидсон, у которой на теле насчитывается 7000 сережек. Несмотря на свои достижения, Рольф не ограничился только пирсингом. Он имплантировал себе в голову искусственные рожки и покрыл все тело татуировками. А в будущем планирует добавить еще больше уникальных изменений в свой образ, выточить себе клыки и даже сделать искусственный хвост. Так что это еще не конец. Рольф продолжает удивлять мир своими экспериментами с внешностью, и кто знает, какие еще необычные изменения он внесет в свой облик. Интересно, каким станет самый пирсингованный мужчина в мире в будущем. Его история явно далеко не завершена.
женщина, у которой больше всех пластических операций. Женщина по имени Синди Джексон попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря огромному количеству пластических операций. Настоящая живая Барби, Синди недавно отпраздновала свое 60-летие, но не теряет популярности. Ее советы о пластике и красоте ценятся многими девушками и женщинами, которые решают изменить свою внешность с помощью хирургии. Синди потратила огромное состояние на многочисленные операции, и постепенно у нее развилась настоящая мания по постоянному улучшению себя. Причиной этому стали сильные комплексы, которые преследовали ее с самого детства. Она изменила практически все в своем теле: веки, нос, подбородок, талию, губы, грудь, форму щек. Она даже пошла на удаление нескольких ребер и коррекцию скул. Волосы у Синди тоже не свои, их вживили хирурги. Сколько раз она делала химический пилинг и инъекции ботокса, просто невозможно сосчитать. Сегодня Синди Джексон известна по всему миру, а ее консультации по вопросам красоты стоят очень дорого. Помимо этого, она работает моделью, снимается в телепередачах и даже написала книгу под названием «Живая Барби». В этой книге она подробно рассказала о всех своих операциях, своих комплексах и о том, как поддерживать красоту. Одна из последних процедур, которую прошла Синди, это омоложение рук с помощью коллагеновых филлеров. Самый страшный человек. Лиззи Веласкес, известная как самый страшный человек по мнению некоторых, родилась с крайне редким заболеванием – синдромом Видемана-Роутенштрауха. Этот недуг настолько редкий, что на всей планете всего 2 человека, кроме Лиззи, страдают от этой болезни. При росте 125 сантиметров она весит всего 29 килограммов, и ее организм просто не способен набирать вес. Несмотря на это, Лиззи ежедневно потребляет пищу на 5000 калорий, чтобы поддерживать силы. Она живет в США и активно участвует в научных исследованиях своей болезни, надеясь помочь миру разгадать причины ее появления. Когда Лиззи было 4 года, она полностью потеряла зрение на правый глаз, а левый глаз видит очень плохо. Ее болезнь также сопровождается слабым иммунитетом, что делает жизнь еще сложнее. Но, несмотря на все эти испытания, Лиззи не отчаивается. Сегодня она популярный блогер, оратор, мотиватор и писательница. Она активно поддерживает людей, которые сталкиваются с неприятием из-за своей внешности, вселяет в них веру, дает надежду и уверенность в себе. А вы бы смогли. Семья Лиззи оказывает ей огромную поддержку. Она очень близка с родителями, которых называет своими героями. У нее также есть младший брат и сестра, которые полностью здоровы. С самого детства Лиззи была вынуждена сталкиваться с любопытными взглядами людей, и она признается, что это всегда было для нее непросто. Лиззи окончила университет и получила диплом инструктора-мотиватора. В соавторстве она написала книгу о своей жизни, где рассказывает о ежедневной борьбе за право жить и надеется, что однажды врачи найдут лекарство от ее болезни. История Лиззи Веласкес – это пример невероятной силы духа и мужества. Она учит нас тому, что даже самые сложные испытания можно преодолеть с верой в себя и поддержкой близких. Лиззи продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, доказывая, что внешность не определяет, кем ты являешься. И кто знает, возможно, ее сила и оптимизм помогут не только ей, но и всему человечеству в поиске решения ее редкого недуга. Эти удивительные истории показывают, что человеческая сила духа и стремление к жизни способны преодолевать любые трудности, будь то редкие заболевания, необычная внешность или сложные обстоятельства. Каждый из этих людей доказал, что их уникальность – это не слабость, а источник вдохновения и силы. Но что ждет их дальше? Сможет ли наука найти ответы на их вопросы, а мир принять их такими, какие они есть? Их невероятные пути только начинаются, и впереди еще множество удивительных событий, которые наверняка не оставят вас равнодушными, и у вас есть возможность стать частью нашей команды, чтобы делиться такими вдохновляющими историями с миром. Если вы умеете делать монтаж видео, озвучивать ролики на русском или других языках, или пишете интересные сценарии, мы ждем вас. Пишите в наш Telegram-бот по ссылке в описании и давайте вместе создавать контент, который вдохновляет.